Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Ну вот и пришло время разобрать одно из самых уникальных приложений на iOS. AUM или Audio Unit Mixer от разработчика Kimatic, гениального Джонатана Лилидаля. AUM — это принципиально иной подход к созданию музыки. Это очень креативный инструмент для поиска новых идей. Все рождается в импровизации и эксперименте, ничего подобного никогда не встречал на ПК. И сегодня я разыграю 4 бесплатных кода на AUM. Для этого необходимо подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и обязательно написать комментарий. Через несколько дней рандомайзер выберет 4 комментария, и я оставлю почту для связи со мной. Большое спасибо Джонатану за предоставленные коды для этого розыгрыша. Всем удачи и приятного просмотра. Поехали! Первым делом посмотрим, как выглядит проект. Вот мы видим каналы. Каждый канал — это отдельный инструмент, либо сэмпл. Послушаем. Вот играет синтезатор. Кнопка соло, можно отдельно послушать. Вот играет загруженный сэмпл бочки. Подключаем хай-хэт. Вот загружены скрипки. Добавляем громкость. Вот еще один синтезатор. Такое легкое арпеджио. Вот так в целом выглядит этот небольшой набросок. Сверху вот ярлычки — это инструменты, а чуть ниже — это эффекты, которые висят. Вот, допустим, наш арпеджио. Вот на нем висит реверб, дилей и эквалайзер. Вот мы видим, как плагин Atom, про который я отдельно расскажу в отдельном видео, воспроизводит эти нотки. Вот мы видим новый проект в AUM. По центру большой вот этот плюсик. Видим 3 категории. Аудио, MIDI, импорт. Ну, это, собственно, основа, с нее и начнем изучение. Нажимаем аудио, открывается аудиоканал, и здесь мы видим вот сверху основной большой вот этот плюс. Нажимаем, видим список. Подключение микрофона, аудио-юнит плагины, интер-эп плагины, аудио-бас, файл-плеер, то есть сэмплы можно загружать, микс-бас, это шина, про нее отдельно поговорим, и мультибас аудио-юнит инстанс тоже отдельно поговорим. Ну а также от разработчика можно дополнительно купить его плагины. Начнем с аудио-юнит. Выбираем, видим список. У меня большой список инструментов. Давайте выберем какой-нибудь синтезатор, допустим, DRC от Imaginando. Вот он загружен. Для того, чтобы его открыть, нажимаем на ярлычок. Вот он открывается в таком уменьшенном размере. Двойным кликом по верхней панели делаем его в полный размер. Сами настройки синтезатора. Закрываем. И для того, чтобы его воспроизводить, тут есть 2 варианта. Либо встроенная клавиатура, это вот этот ярлычок, но сейчас она пока что не звучит. Либо клавиатура самого инструмента. Далеко не во всех инструментах есть своя встроенная клавиатура, поэтому мы всегда можем пользоваться теми клавишами, которые встроены в AUM. Чтобы клавиши подцепили инструмент, необходимо нажать вот на эти 3 полосочки. Вот мы видим источник MIDI, который будет воспроизводить наш инструмент. Видим keyboard built-in. Кликаем. И вот слышим звук синтезатора. Но чтобы эти ноты записать, нам необходим какой-то MIDI-инструмент, который эти ноты будет записывать. Нажимаем опять плюсик. Выбираем уже на этот раз MIDI. Открывается вот отдельный MIDI-канал. Audio Unit MIDI процессор. Выбираем, смотрим, что у меня тут есть. Ну вот очень простой пиано-ролл. Очень быстрый, очень визуально наглядный. Atom называется. Atom загружен. Вот так вот он выглядит. Пока не воспроизводит наш синтезатор. Для того, чтобы он его воспроизводил, нам необходимо также вот в этом месте указать источник MIDI Atom. Вот мы видим, он появился. Нажимаем. Теперь 2 инструмента. Встроенные клавиши и сам Atom. Вот мы слышим. Будет воспроизводить наши ноты. Регулятор громкости канала. Кнопка Mute. Отключение. Кнопка Solo. Понадобится, когда у нас будет несколько инструментов. Чтобы добавить на наш синтезатор какой-то эффект, например, дилей, нажимаем вот этот плюсик. Audio Unit Extension. Ну и выбираем, например, какой-нибудь Dub Station.
Также рядом с эффектом появляется горячая клавиша. Чтобы давать следующий эффект, мы тянем вот за эту линию. Снизу видим +1, нажимаем, появляется еще один слот. А также можно добавить еще более простым способом, просто в этом пустом месте кликнуть двойным тапом. Вот появляется еще один слот. И так эти слоты можно добавлять. Чтобы удалить слот, нажимаем на него, и вот внизу видим Remove Empty Slot. Также в этом списке помимо Audio Unit мы видим Inter-App и встроенные эффекты самого AUM. Различные фильтры, стереопроцессоры, динамические процессоры, Bass Send, Hardware Send и прочее. Об этом тоже поговорим чуть позже. Давайте подключим встроенный фильтр. А если один раз тапнуть на сам фильтр, то открывается еще дополнительный резонанс. Сверху мы видим кнопка Play, воспроизведение и кнопочка возврата назад, а также кнопка записи. Про запись чуть позже поговорим. Сверху мы видим отображение децибел. Сейчас мы видим надпись HDPH, это Headphone Out, то есть выход моих наушников. Можем выбрать список и уже посмотреть что-то другое, допустим, встроенный микрофон. Раз, вот я говорю, и мы видим индикатор нашего микрофона. Вернем на наушники. В самом низу канала мы видим, где название. Видим список, здесь MIDI настройки, чуть позже разберем. Дублировать канал, вот мы можем сдублировать все те же самые параметры. Допустим, в дубле выбрать другой пресет. Но он сейчас не звучит, потому что нету источника MIDI. И мы можем этот же MIDI рисунок сюда же и подключить. Также можно удалить канал и переименовать. Для того, чтобы инструмент заменить либо удалить, мы тянем за ярлычок, и вот видим кнопка выгрузки инструмента. Нажимаем «Удалить». Эффекты сохранились, теперь в этот слот можно поместить, например, какой-то другой инструмент. С эффектами то же самое. Тянем, удаляем. Давайте пропишем бит, нажимаем плюсик, аудио. Выберу такой экспериментальный инструмент Exxon 2 от Audio Damage. Здесь сверху мы видим загрузку наших ресурсов. Также можно посмотреть все параметры текущего проекта. Вот этот ярлык открывает такой MIDI-роутинг, то есть мы здесь можем сами определить, какой инструмент с каким взаимодействует. Это можно делать вручную через вот эту кнопочку, либо уже вот в таком вот удобном отображении. То есть здесь мы видим основные клавиши, и Atom идут на DRC1. Continue играет только Atom, то есть клавиши его не играют. Очень удобно, наглядно, визуально видно, что с чем взаимодействует. Вот эта кнопка — это основное меню. Вот в этой папке файлов хранятся проекты, которые можно загрузить, а также записи аудио. Об этом тоже поговорим позже. Сохранить проект, очистить проект, сделать какую-то приписку к этому проекту. Допустим, вы что-то здесь делали, остановились на каком-то определенном моменте, можете здесь что-то написать, в следующий раз по этой памятке вспомнить. Кнопка About. Ссылки и информация о версии. Help. Подробный мануал. Настройки. Здесь их не так уж и много, но об этом чуть позже поговорим. Вот тот же самый ярлычок MIDI-роутинга, а также MIDI-контроллер, о котором тоже чуть-чуть позже отдельно поговорим. Слева вот в этой части мы видим BPM, то есть скорость нашего проекта. Можно помедленнее сделать. Натапать эту скорость вручную. Метроном. А также дополнительные настройки. Временной сигнатуры стоит 4/4. Преролл, то есть я ставлю один такт, и вот мы сейчас услышим, как играет метроном. Один такт. И потом пошел сам трек. Это очень удобно, если вы делаете какую-то запись вживую. Синхронизация в проекте по одному такту. То есть если я буду производить какие-то действия, AUM будет ждать один такт, и только со следующего такта начнет, например, запись, либо воспроизведение. Ableton Link, подключение к Ableton. Кстати, совсем скоро я обязательно сниму отдельное видео про подключение iPad к компьютеру, в частности с Ableton Live. Так что не забудьте подписаться на мой канал и обязательно нажать колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Send MIDI Clock. То есть как раз в этих настройках мы можем отправить Send Clock
звук, то есть скорость, например, и синхронизацию с AUM, какие-то другие, например, интер-эп приложения. Громкость метронома, куда выходит метроном. Здесь можно, если у вас будет подключена звуковая карта с несколькими выходами, можно указать, например, на один выход метроном, а с другого выхода будет, собственно, сам звук идти. Это очень удобно, если вы играете, например, отдельно с барабанщиком. Вот эта функция метроном pre-roll only, то есть метроном сыграет только перед моментом самой записи, а потом уже во время воспроизведения он отключится. Может показаться, что в настройках AUM не так-то много, но это на первый взгляд. На самом деле их достаточно, гораздо больше, чем во многих других хостах, и постепенно мы их как раз все изучим. Я загрузил один из своих тестовых проектов. Давайте послушаем. Что мы тут слышим? Вот эта дорожка воспроизводит, давайте в соло включим. Барабаны. Инструмент Pure Acid, про который я отдельно рассказывал в отдельном видео. Обязательно посмотрите. Ссылку оставлю в описании. Далее синтезатор DRC, который воспроизводит бас. Давайте послушаем. Бас играет MIDI-инструмент LK от той же компании Imaginando, которая сделала инструмент DRC. Следующее видео будет посвящено полностью инструменту LK. Это невероятно мощный MIDI-инструмент, в котором собраны все необходимые возможности работы с MIDI, секвенсор, аккорды и прочее. Пожалуй, это один из самых лучших инструментов под iOS для MIDI. Итак, мы видим, что LK загружен на отдельном MIDI-канале. И вот как раз мы видим, что LK в данный момент управляет как раз нашим басом. Также на отдельной дорожке загружен отдельный синтезатор, который играет мелодию. И для того, чтобы эту мелодию воспроизводить, нам не обязательно создавать новый MIDI-канал. Мы можем также двойным кликом указать новый плюсик и уже, соответственно, указать еще один инструмент. Есть очень удобный поиск. Пишем LK, добавляем. И вот теперь второй LK будет управлять как раз нашей мелодией. Кликаем на MIDI подключение. И вот для того, чтобы не запутаться, мы видим, что первый LK — это четвертый канал, первый слот. Вот мы видим четвертый канал. Второй LK — это второй слот, то есть вот этот. Эта маркировка как раз позволяет не запутаться во всей этой MIDI-коммутации. Выбираем. Пока звука нет, открываем второй LK. Сейчас не буду, конечно, объяснять, как он работает. Я просто сразу пропишу здесь мелодию. Очень удобный встроенный генератор мелодий. Я выбрал определенный лад, определенную тональность. И вот мелодия уже готова. Можно еще какие-то вариации. Красотища. И вот таким образом на один MIDI-канал мы можем добавлять нужное нам количество MIDI-плагинов, тот же Atom и так далее. Кликаем плюсик. И видим третью функцию импорт. Что это такое? Открывается папка с нашими сессиями, то есть проектами. И вот конкретно в наш текущий проект мы можем добавить любые каналы или канал из любого другого проекта. Давайте посмотрим, что у нас есть. Ну, допустим, из проекта Alpha Arp. Вот мы видим все каналы, которые мы можем добавить. Давайте добавим Model D. Все галочки уберем. Оставим только Model D. Нажимаем импорт. И вот мы видим, как на канал добавлен синтезатор плюс эффекты. Давайте вот этот LK сюда подцепим, чтобы он играл эту мелодию. Послушаем. Пока что вот этот канал выключим. Все работает. Вот такая супер удобная функция импорта каналов. Давайте посмотрим, как работать с сэмплами. Вот я добавил аудиоканал. Выбираем файл Player. Появляется Tap to Load, TAPM. Загрузить сэмпл. Вот какие-то готовые драм-брейки. Давайте послушаем, что тут есть. Давайте, допустим, вот это добавим. Вот мы видим, что он 127 ударов в минуту. Сейчас, если нажать Play, он не будет звучать синхронно. Давайте послушаем. И к тому же еще он лупом не звучит. Для того, чтобы его зациклить, необходимо нажать вот этот луп, потом синхронизировать обязательно с проектом. Ну вот он, скорее всего, 8 тактов. Вот как раз сверху подписано Original BPM 127. Нормализация по громкости нам не нужна. Смещение по сетке нам тоже не нужно. Кликаем на начало, сделаем чуть потише. Давайте включим мелодию. Слушаем. Вот наш сэмпл идеально синхронизированно звучит с нашим проектом. И еще обратите внимание, как очень качественно работает режим стретча, то есть растягивание сэмпла. Он его спустил на 7 ударов в минуту, но при этом качество практически не изменилось. Вот эта кнопочка отключает его.
То есть сейчас он не работает, вот я нажимаю, он ждет и уже со следующего такта ровно запускает. К сожалению, нет возможности редактировать сам сэмпл, но для этого есть отдельные сэмплеры, которые также отдельно можно загружать и уже максимально, как вам необходимо, редактировать сэмпл. Вы уже обратили внимание, что нет как такового мастер-канала, то есть все каналы звучат сами по себе отдельно. И тут возникает как раз вопрос, как сделать отдельный канал, который будет обрабатывать либо какую-то группу инструментов, либо все каналы разом. Делается это очень просто. Создаем аудиоканал и добавляем вместо какого-то инструмента микс-бас-канал. Здесь их много. Давайте добавим канал A. Снизу переименуем в мастер. Ну а теперь на каждом отдельном канале, вот там, где у нас стоят наушники, мы должны направить наш канал на мастер. То есть теперь мастер-канал является отдельной шиной с выходом на наушники, а все остальные каналы вручную направляются уже непосредственно на мастер. Вот в этом месте мы кликаем, выбираем Mix Bass A, слушаем. Если я сейчас вот этот канал выключу, то наши основные барабаны пропадут. Давайте вторые барабаны тоже туда же направим. И вот сейчас их нет. И мы управляем теперь барабанами, конкретно вот этим микс-басом A. Ну и так все каналы, допустим, добавляем на этот микс-бас. И вот теперь единая громкость, мастер-канал мы создали вручную. Ну и теперь мы можем уже отдельно какой-то аудиоэффект добавить непосредственно на мастер-канал. Пусть будет, допустим, вот этот фильтр. Сохраним проект, нажимаем Save, перезаписываем. Когда мы добавляем аудиоканал, то мы видим, что есть Audio Unit плагины, есть Inter-App плагины. В своих предыдущих видео я уже рассказывал, в чем разница между этими двумя форматами. Но давайте вкратце еще раз пробежимся, в чем разница. Формат Audio Unit позволяет загружать бесконечное количество инстанций. То есть я могу загрузить один и тот же инструмент на разные дорожки внутри AUM. Это более современный формат, а формат Inter-App — это более устаревший формат. Он позволяет загрузить только одну инстанцию одного инструмента. И к тому же она загружается отдельным приложением в отдельном окне. То есть если, например, в Audio Unit формате Pure Asset открываем, он в самом внутри AUM, и мы можем вот этим окошком управлять, а также еще какое-то количество инстанций одного инструмента загрузить, то Inter-App откроем, допустим, Animoog. Он загружается уже, соответственно, видите, отдельным окном, отдельным инструментом. Также в Inter-App появляется вот такое вот дополнительное окошко, которое может синхронизировать как раз AUM и работу самого инструмента, и кнопочка возврата в сам AUM. Ну и таким образом становится понятно, что формат AUV3 гораздо более удобный, более современный формат. Я загрузил один из своих проектов, давайте послушаем, что здесь. Вот играет синтезатор Minimoog. Добавляю Pure Asset. Noir. Такая вот аналоговая драм-машинка. А также мы видим, что паттернинг как бы есть, но по факту не работает. Так как паттернинг 2 все-таки в формате Inter-App, нам необходимо его закоммутировать по MIDI-клоку с нашим AUM. Делается это очень просто. Вот как раз вот в этих настройках открываем 3 точки. Вот он, Send MIDI Clock. Видим вот назначение с инструментами, с которыми можем сейчас сделать MIDI-клок. Выбираем паттернинг 2. Все, инструмент работает. И он синхронизирован со скоростью. И он сразу же синхронизирован с нашим проектом. Сайдчейн в AUM делается очень просто. Необходимо иметь компрессор, который умеет делать как раз эту технику сайдчейн. Но в этом видео я, конечно, не буду рассказывать все тонкости этой настройки. Тем, кто вообще не знает, что это такое, рекомендую посмотреть на YouTube, что такое вообще сайдчейн. Давайте рассмотрим, как ее реализовать в AUM. Вот у нас бас и бочка. Очень примитивный и простой рисунок. На бас необходимо повесить компрессор, который умеет делать как раз сайдчейн. Один из таких компрессоров — это Pro C от FabFilter. Вот так вот он выглядит. То есть сейчас он работает просто в стандартном режиме компрессора. И просто компрессирует наш бас. Для того, чтобы этот компрессор через себя пропускал бочку, то есть таким образом подавлял наш бас, необходимо на канале с бочкой, вот у меня есть 2 свободных слота, необходимо выбрать параметр Multi-Bass Audio Unit Instance. И вот он видит уже наш компрессор сайдчейн. Возле него появляется вот такой ярлычок, означающий, что он как бы дублирует этот компрессор. То есть это не еще один открытый компрессор, а все тот же самый вот этот вот компрессор. То есть неважно, с какого окошка буду открывать здесь
или здесь, это все тот же самый компрессор. И для того, чтобы бочка прошла через этот компрессор, необходимо в самом компрессоре включить вот здесь внизу функцию sidechain. Вот давайте послушаем, как это работает. Вот сейчас ничего не происходит, нажимаем External, и вот уже видим, как бочка зашла на наш бас. Дальше просто нужно настроить. Сделаем по большей степени сжатия, пониже threshold, уберем автогейн. Давайте сравним, как было и стало. Сейчас бочка подавляет наш бас через вот такую вот несложную коммутацию. К сожалению, подобных вещей нельзя сделать, например, в Cubasis 3, хотя очень бы хотелось, но зато в AUM делается это очень просто. В правом нижнем углу есть вот такая кнопочка Bookmarks. Что это такое, как это работает? Я сейчас создам еще дополнительных несколько дорожек. Допустим, этот проект был бы больше, то есть было бы гораздо больше дорожек. И вот навигация по этому проекту может доставлять некоторые неудобства. Все-таки чем больше дорожек, тем больше приходится скроллить то влево, то вправо. Но, кстати, если, например, вот тэпнуть в какое-то пустое место, зажать и потянуть вверх, во-первых, вы уже видели, я это делал, можно менять положение дорожек. То есть это делается очень просто. Зажимается, меняется дорожка. Вернемся к Bookmarks. Вот, например, я могу пометить букмарком, допустим, вот этот канал Exxon. Я нажимаю вот в этом месте Exxon, нажимаю вот эту кнопочку Bookmark. И если, например, я нахожусь в данный момент в какой-то другой части, я не помню, где этот канал, их очень много, то я могу зайти в Bookmarks, и вот я вижу Exxon, и сразу же к нему AUM переключается, вот он первый. Могу, например, добавить какой-нибудь еще вот этот канал. Здесь будет что-то, какой-то инструмент. Допустим, Continue нажимаем, ставим закладку. Если мы находимся где-то в какой-то другой части, то мы в легкую можем переключаться по этим инструментам через вот такие вот букмарки, вкладки. Очень удобно. Давайте лишнее удалим. Давайте послушаем, что у меня тут. И вот мы подошли к одной из важнейших функций, как сделать запись каждого отдельного канала, либо всех каналов вместе. Делается очень просто. Если я, например, хочу записать какой-то конкретный канал, я нажимаю внизу вот эту кнопочку Record. Давайте, например, я хочу записать вот канал с барабанами и вот этот канал с синтезатором. Нажимаю Record. Вот здесь наверху кнопку записи. Все, она пишется. Вот мы видим. Нажимаем Стоп. Отключаем Record. И теперь весь наш записанный материал находится вот здесь в папке Files, Recordings, название проекта. Открываем. Вот слышим отдельно мелодия, отдельно бит. Ну, естественно, все это очень легко потом перекинуть в какую-то другую программу. Вот, например, либо вот этой кнопочкой, по AirDrop и так далее. Также вот внизу мы можем все это отправить сразу же в приложение AudioShare. Это тоже приложение от этого разработчика Kematic. Немножко про это приложение в своих предыдущих видео я уже рассказывал. И чуть в будущем я сделаю отдельный обзор именно по AudioShare. Ну а если вы хотите, например, записать весь проект одной аудиодорожкой, то есть весь свой джем записать, то необходимо как раз-таки создать предварительно вот этот мастер-канал, о котором мы уже говорили. Давайте я быстро его создам. Вот я его создал, сейчас все дорожки идут на этот канал, давайте проверим. Да, все верно. И теперь мне достаточно просто нажать кнопку записи, Record. Нажимаю Стоп, отключаю кнопку записи, заходим в файлы. И вот мы видим записанный, вот он, 7-й канал, слушаем. Так и есть. Ну, естественно, мы каждый канал по отдельности вместе с каналом мастера можем записывать одновременно. То есть необходимо вот эту кнопку Record поставить на каждом канале и на мастер-канале. И нажать кнопку записи. Сейчас в iPad у меня подключен переходник, в котором есть выход на наушники, а также USB-выход. Сейчас давайте добавим аудиодорожку, выберем какой-нибудь синтезатор. И для того, чтобы управлять сейчас нашим MIDI-контроллером, необходимо зайти вот сюда в MIDI-настройки. Вот видим, в списке появился Scale Up. Это как раз моя MIDI-клавиатура Arturia. Никаких дополнительных драйверов устанавливать не надо, iPad сразу все подцепил. Выбираем ее. Все, вот так просто MIDI-клавиатура управляет нашим синтезатором. Но для того, чтобы назначить какие-то параметры на ручке MIDI-клавиатуры, допустим, я хочу вот эту ручку фильтр котов назначить.
Для этого необходимо кликнуть вот здесь вот, где название дорожки, зайти вот в эти MIDI настройки. MIDI Source указать, что будет управлять нашим инструментом. Мы видим, здесь уже стоит выбрана наша MIDI клавиатура. Вот здесь мы видим параметры нашего инструмента. Вот он, Model D. Кстати, вот это выше, вот эти все каналы, это каналы непосредственно самого AUM. То есть вот эти все параметры также можно будет назначить на какие-либо MIDI клавиши. Заходим в Model D, ищем нужный нам параметр. Вот мы видим Cut-Off Frequency, выбираем. Нажимаем кнопку Learn. Все, параметр назначен. Открываем инструмент. Вот так вот просто, без каких-либо дополнительных драйверов, можно управлять MIDI-контроллером любым инструментом внутри AUM. Ну а для того, чтобы, например, записать нашу автоматизацию, к примеру, мелодии, для этого я использую LK, создаю MIDI-дорожку, нажимаем плюсик, вот в этом месте тянем вниз, открывается поиск, в поиске вбиваем LK, выбираем. Повторюсь, в следующем видео я как раз полностью расскажу про этот инструмент. В MIDI-настройках также укажем LK контроллер. Можно будет управлять как MIDI-клавиатурой, так и LK. Зайдем в него. Вот здесь в первой вкладке в матрице создадим мелодию. Чтобы в нее зайти, вот здесь вот открываю. Вот такой простой, примитивный рисунок. Вот здесь снизу мы видим, что есть возможность прописать velocity каждой отдельной нотки, но также сюда мы можем добавить автоматизацию любого параметра, в том числе и ручки фильтра. Для этого необходимо зайти вот сюда, опять в настройки MIDI, кликаем вот эту кнопочку. Можно также оба контроллера оставить, но давайте пока оставим LK. Возвращаемся назад, заходим в параметры. Ищем ручку Cut-Off, которую мы уже предварительно назначали. Вот она. И видим, что она назначена на параметр первого канала ручкой CC35. Заходим в LK обратно, зная, что это 35-я ручка. Вот нажимаем вот здесь вот в автоматизации плюсик. Добавляем этот 35-й канал. Нажимаем ОК, выбираем карандашик и рисуем автоматизацию. Слушаем. Вот, все очень просто. Вот наша ручка управляется теперь автоматизацией непосредственно LK. Я считаю, что LK — это один из самых мощных инструментов в работе с MIDI внутри iPad. Также, кстати, этот инструмент умеет управлять Ableton Live, но об этом в следующем видео я все подробно расскажу. Вот я сейчас выключил все эффекты внутри Model D. Кстати, по этому инструменту у меня есть отдельный обзор, обязательно посмотрите на моем канале. И сейчас мы посмотрим, как работает Send Return, то есть эффекты посыла. Те эффекты, которые мы назначаем непосредственно на самом канале, называются Insert, то есть как бы находятся внутри самого аудиоканала. Если вы уже пишете музыку, неважно, на компьютере либо на iOS, то я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Соответственно, чтобы сделать отдельный канал посыла аудио, нам необходимо создать аудиоканал, выбрать на этом канале вот этот Mix Bass, как мы уже предварительно делали, выбираем. Теперь на этот канал добавить эффект, который мы хотим. Допустим, это будет реверб, вот EOS 2 от Audio Damage. Обязательно поставить микс 100%. И теперь нам нужно этот канал назначить как бы на этот эффект. И сделать это очень просто. Нажимаем плюсик, выбираем Bass Send, выбираем первый бас, вот он A. Вот теперь ручка посыла, включаем play, давайте послушаем без нее. Добавляем. И вот реверберация с этого канала поступает на наш канал с синтезатором. Ну и этой ручкой добавляем количество необходимой реверберации. Это очень удобная техника, позволяет разгрузить ресурсы процессора. Настроек не так-то много, посмотрим, что тут есть. Audio Engine. iPad Pro 2020 года, к сожалению, ниже 48 тысяч Гц воспроизводить не может. Тем самым, конечно, очень сильно потребляет ресурсы процессора. Но, к сожалению, даже вот если стоит 44100, по факту все равно работает 48 кГц. Буфер size, количество сэмплов. Если у вас подтормаживает, поставьте больше. Таким образом, больше будет задержка, но зато больше будет возможности работать в самом проекте. Задержка. Можете сами выставить задержку в миллисекундах. Громкость микрофона на входе. Эта функция позволяет во многих инструментах, даже если вы работаете на тихой громкости, использовать максимальное качество инструмента, не понижая его в качестве. Битность сигнала при записи. Компенсация задержки при записи. Вот в этом параметре можно поставить по умолчанию, на каком уровне громкости будет канал. Вот когда мы создаем аудиоканал, он стоит на 100%, то есть 0 дБ. Ну а можно поставить, чтобы фейдер, например, был на минус 6 дБ. Вот создаем новый канал.
И видим фейдер по умолчанию на -6. На самом деле удобная штука. Многие инструменты очень громко звучат по умолчанию. И чтобы резко по ушам не ударило, можно вот обезопасить себя вот такой функцией. First Effect Slot — это выбор, как эффект будет работать на pre или post FX. Send them out — это вот эта вот ручка, которую мы только что разбирали. Send. На каком она будет по умолчанию стоять значение. И вот настройка видим на 50%. Этот параметр автоматически формат Audio Bus добавляет, но так как я не пользуюсь этим форматом, то, честно говоря, эту функцию ни разу не использовал. И различные Bluetooth MIDI настройки. Ну вот и видео подходит к концу. Как вы уже заметили, AEM на самом деле это очень мощный креативный инструмент, дающий музыканту совершенно иной подход к написанию музыки. От себя хочу добавить, что это более креативный подход, нежели писать музыку в обычном секвенсоре. Ничего подобного на компьютере я никогда не делал. И вот, наверное, благодаря AEM я и в том числе полюбил создавать музыку именно на iOS. Если это видео было вам полезным, обязательно ставьте палец вверх, напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу видео, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы следующее видео не пропустить. Это канал Flowform, с вами был Саша Saint Rider. До новых видео!